Друзья, всех приветствую на своем канале. Итак, набрасываю вот схему на рисовальной доске. Ну, рисую, буду рассказывать. Это у нас камин. Диаметр 180 миллиметров. Идет у нас труба. Вот даны мне размеры привязки участков. Потом колено, съемное на хомутах. Здесь хомут и здесь хомут, съемный угол. 60 градусов я сделал. Такой комфортный угол. И потом проход стены уже сэндвич. Две накладочки на стену. И вот есть привязки. 850, 720. Ну, такие вот привязки. Тройник, естественно, под углом. Таким же, как и колено. Ну, кто называет 60, кто 120. То есть здесь у нас 60, здесь 120. Специалисты знают, о чем я говорю. Разрушенная платформа, утепленная. Здесь потом заказчики сделают подставку. И будет у нас дымоход, основной упор здесь. Так, дальше у нас. Это очень удобно, повторюсь. Система разборная, когда у нас собрано все в стык, мы уже не разберем. Потому я всегда советую потом декоративные элементы, которые будут обшивать камин, сделать разборными. Пройдет, образно говоря, там лет 5, и вам надо хорошую такую сервисную сделать прочистку, ревизию. Потому что, например, вы чистили снизу здесь или сверху дымохода на улице, да. Но вот эти детали иногда тоже нужно очистить и за ними наблюдать. Тогда разбираем панели, снимаем два хомута, снимаем эту трубу. И свободно мы здесь прочистим эти детали. Камин накрыли, ну, поняли. Я всегда ратую за разборную систему. Дымоход у нас из 304 нержавеющей стали толщиной 1 мм. В зеркальном нержавеющем кожухе. Сталь зеркальная в пленочке, я уже снимал о ней видео. То есть это, ну, скажем так, элит-класс. На мой взгляд, это элит-класс. И пожароопасная зона прохождения стены. Стена у нас пожароопасная. Мы проходим в керамическом одеяле или вата, керамический мат 50 миллиметров. То есть вот эта труба, проход, это будет с керамикой. Керамика на себя возьмет все высокие температуры. А теплоизоляционные свойства, где важны на улице, здесь базальтовый мат. То есть здесь важны будут теплоизоляционные свойства, здесь важны пожаробезопасность. Ну, так, вроде все рассказал. Вперед, смотрим, что получилось. Так, ну вот, как всегда, раскладка на полу. Она же поможет и на монтаже. Начинаем монтаж от камина. Примеряем трубу. По данным размерам получилась труба немножко больше метра. Я там доваривал участок. Колено съемное на хомутиках. Здесь проходящая труба сквозь стену. Изоляция прикрыта. Труба имеет внутри небольшую плотную подвижку. Когда стыкую, можно слегка ее вытащить, состыковать по ходу газа ее. Потом кожух. Все остальные трубы идут по конденсату. Кожух, шов проходящей трубы сквозь стену мы разворачиваем вниз. Он должен совпасть со швом вот этой врезки нашей. 304 зеркальная стань JC Inox. Я максимально стараюсь все оставлять в пленке. Только те места, где я клепаю и варю аргоном, я там снимаю пленку. Это позволит качественно сохранить нам поверхность и снять пленку уже то ли после монтажа, ну где удобно, то ли перед самым монтажом. Так, разрушенная платформа уже собрана на хомуте, заглушка утепленная.
Разрушенная платформа, сделанная под 40-й уголок на нержавеющих заклепочках. Вот она, проходящая труба сквозь стену. Имеет такой вес, конечно. Вот. Керамическое одеяло 50 миллиметров. Я трамбовал все вручную. Все тщательно тут затрамбовано. И не забываем, две накладки на стену. Они прямоугольные, то есть, естественно, отверстие овалообразное. Одна накладка будет здесь, вторая здесь. И хомуты, бандажные стыковочные хомуты под прокатанные бортики. Один хомут здесь. И потом у нас 3-метровые трубы. Третья метровая труба уже собрана с верхним конусом. Трубы подписаны. Есть труба номер 1. Это идет после тройника. Есть труба номер 2. Она идет после трубы номер 1, естественно. И потом третья уже собрана с конусом. Вот, вставляется плотненько до бортика наш дефлектор-искрогаситель. Потому что там легковозгораемая кровля. Битумная черепица. Так, ну вот так выглядит, вот, видите, снятая пленка. Это идеальная зеркальная. Вот везде, где аббревиатура попадала. Вот видим JC Inox. И вот у нас на нашей накладке. Это наши тайваньские друзья. Вот так вот. Герметик, я думаю, можно не применять. Трубы идеальные, заводские, сертифицированные. Внутренний. Единственное, герметик можно применить на двух вот этих хомутах. Бортики уже прокатаны. Хомут, как всегда, шириной 60 мм. 30 мы накладываем туда и 30 сюда. Хвостики, ну, разворачиваем в любую удобную сторону. Монтаж начинаем, размечаем. Самое главное поймать, где будет на стенке кронштейны или же подставка. То есть вот этот узел, поймать размеры. Так, ну вроде вот и все. Дымоход элит класса. Всем пока, друзья. Счастливенько.